Здравствуйте, добрый день или добрый вечер. Меня зовут Вадим Бондаренко. Занимаюсь я производством сетей, разнообразных сетей, рыболовных, декоративных, детских, применяемые везде. То есть на площадках для вылова, отлова рыбы, в театральные сети, постановочные, ограждение детских площадок, лестниц и всего прочего. В данном видео мы будем рассматривать одну из тем, это изготовление рыболовных сетей. По множеству количеству вопросов, задаваемых мне по телефону, на электронный адрес, я расскажу вам или дам ответ, который непосредственно вы получите знания. Мы рассмотрим рыболовные сети и рыболовные мережи. Аудиторию, которой я произвожу видео, кто-то из вас сделает для себя какую-то сеть, будет пользоваться ей, рыбачить долгие годы, и вспоминать, скажем, нас хорошим словом. Наша компания занимается изготовлением рыболовных сетей чисто ручным способом и также мереж. Чисто ручным способом. Почему? Потому что они ловят лучше, они проще и лучше в обращении, они качественно сделаны, и долго служат. Есть у нас отдел, который непосредственно занимается производством сетей машинным способом, но это уже опытовые поставки и опытовые непосредственно все моменты распространения по России. Отделение занимается, которое изготавливает сети ручным способом. Скажем, такой момент, что отдельными вещами мы не занимаемся. То есть есть звонки, есть просьбы прислать одно полотно или какой-то материал в единичном товаре. Мы этим не занимаемся. Если рассматриваем вопрос, то оптом. Опытовые вопросы еще можно рассмотреть. Но мы будем с вами рассматривать такие вопросы основные. Это изготовление одностенной или жаберной сети. Это вопрос рассмотрения режовой или трехстенной сети. В народе называют или путанка, или трехстенка. Но я открою для вас секрет, наверное, или тайну, кто вообще обращается с сетями и имеет с этим предназначение или знает какие-то моменты, что режовая сеть и трехстенная сеть — это совершенно разные сети. Третий момент, который мы рассмотрим, это рамовая сеть. Это уже более профессиональная сеть, которая изготавливается. Ну и мережа. По мере поступления вопросов, я создам видеоролик, это будет проще, Какие вопросы будут, на те я отвечу, чтобы и пользователи, и кто вновь пришли люди посмотреть, у них было уже понимание, они посмотрели, изучили, всем все понятно. Значит, применение, чтобы изготовить, скажем, сеть в домашних условиях, принципиально вам необходимо, скажем, челнок или игличка, как в простонародье это называют. Он имеет вот такой вид. Они бывают большие, допустим, вот такие, Они бывают маленькие, к примеру, вот такие вот маленькие они бывают. Еще бывает используем мы непосредственно в изготовлении, если уже очень мелкая ячея, используем непосредственно вот такую иглу. Это мы пользуемся парусными иглами. Они более прочнее, но можно использовать, скажем, простую домашнюю цыганскую иглу, как называют в народе. Это необходимо, то есть челнок, игличка, скажем, нитка какая-то, скажем, фломастер, черный, белый, коричневый, как удобно. Принципиально не фломастер, а маркер, чтобы он меньше истирался,
Линейка простая, деревянная линейка, ну вот удобнее как бы пользоваться, там, скажем, она 50 сантиметров, удобнее пользоваться. Да? Для того, чтобы сохранить, даже вы изготовите сеть там, в домашних условиях себе там, на рыбалку, да, качественную, хорошую, профессиональную сеть, да, но чтобы поберечь свои руки, да, вот, ну, перчатки. Ну, обязательно вещь, если кто занимается. Скажем, здесь более профессиональные там перчатки, но можно просто использовать простую ХБ перчатки, там белые, они там стоят 10-15 рублей, то есть, ну, побережете свои руки. Также в рыболовных сетях используются капроновые нитки. Капроновые нитки бывают белые, и бывают капроновые нитки черные. Да? Цвет ниток тоже влияет на изготовление рыболовных сетей. То есть не просто, которая нитка вам попалась под руку, да, а в большинстве или в некоторых моментах нить имеет значение. То есть или делать из белой нитки, или делать из черной нитки какие-то моменты. Есть также в рыболовных сетях, если дальше будут, ну, подписчики и людям будет это интересно, да, момент, я вам покажу, как правильно делать сети, как качественно делать сети. Да. В каждом разделе рассмотрим момент, допустим, по жаберной сети, рассмотрим, как ее рассчитать, как правильно, скажем, по сетям, что использовать, да? Как ее сделать, чтобы она была хороша в обращении. И с нескольких частей там фильм создадим. И, то есть, грубо говоря, покажем на опыте, на практике, как изготовить ее. Покажем также, как ее там набирать, как ее выставлять зимой, там, летом выставлять сети, да? Как правильно пользоваться. Потому что много вопросов, и люди, которые даже занимаются довольно-таки длинным периодом времени рыбной ловли, не знают даже, куда привязать оттяжку, да, к примеру. Или что сделать с сетью. Да. Мне звонят и говорят, мы получили ваши сети, и втроем никак не могли выставить их, да, там, запутались все, так и не поставили, то есть... Ну, я не знаю. Я вам покажу на практике, да, как один там, выставлять сети, да, любым как бы метражом, да, там, на лодке, допустим, на двигателе, допустим, да, и при этом никто больше и не нужен-то. Там 10 человек нет необходимости. Ну, конечно, если вы пришли на рыбалку, да, приняли по 100, там, по 200, то как бы там можно запутаться и в десятером в этих сетях. Мы занимаемся в большей степени производством сетей и всяких оборудований, снастей, да, для артелей, бригад, промысловикам или рыбхозяйствам, которые выращивают рыбу, да, которые не могут как бы выловить, там, допустим, разводят, потом им никак не выловить или не спустить озера, или ту рыбу, которая плавает в природе, ее вылавливают. Да. То есть мы находимся в городе Санкт-Петербург. Да, производство находится в городе Санкт-Петербург. На практике так много как бы в Ленинградской области артелей, которых я знаю, которые меня знают. То есть люди, многие с разных уголков России меня знают. Ну, как они со мной общаются по телефону или имейлу. Теперь наглядно как бы посмотрят и увидят, да, меня. Кто уже обращается к нам, мы им делаем какие-то вещи им необходимые, то уже больше они никуда не обращаются, уже пользуются спросом наша продукция. Лучшая реклама, как говорится, это из уст в уста. Здесь уже как бы люди звонят, спрашивают, заказывают. Клиентская база как бы уже давно создана, скажем так. Но есть такие моменты интересные. Звонит мне там, допустим, гражданин или клиент, да, и говорит, мне ваша сеть очень понравилась, да, я хотел бы точно такую же 100% сеть, чтобы она также точно выглядела.
И говорит, ну я заказывал там года 3 назад. Ну это, конечно, хорошо, года 3 назад, что вы заказывали сети и вам очень понравилось. Ну, он говорит, вы помните меня, да? Ну, конечно, я помню там. Из года в год делаю сетки и всех запоминаю. Ну нет, конечно. Хорошо, кто-то объяснит, если вам нужна там стопроцентная такая же продукция, выглядите, чтобы ей пользоваться. Там, хорошо, там, сфотографируйте ее. Некоторые присылают видео для понимания. Да? Ну, конечно, повторяем, грубо говоря, еще точно такие же сети, которые необходимы. Сотрудничаем мы не только там лицензированными артелями, бригадами, да, промысловиками, ну и также с физическими лицами. Да, мы не спрашиваем, есть ли у вас лицензия, нет, ну есть необходимость людям, человеку там сделать сеть, мы ее делаем. Сеть, мережу и все такое прочее. Есть популярность, пользуются в данный период времени еще сети, скажем, плавуны. Да, сплавные сети, кто их по-разному как называет. Сети есть, они сплавные как донные, так и поверхностные. Это тоже разновидность всяких сетей, которые пользуются люди. Да? Да, нет, есть физические лица, я насколько знаю, там на каких-то реках это сплавные сети используются. Берут они просто лицензию там на отлов на какой-то период времени, да, там, с разрешенной длиной, там, высотой, как бы отлавливают себе рыбу, там, заготавливают себе на сезон, там, на зиму, я не знаю, или все время там они пользуются. Но это тоже есть, как бы, да. Мы не занимаемся китайскими рыболовными сетями, не изготавливаем их, не продаем их. Кто ловит и сетями китайскими, да, я считаю, что это браконьерство. В России, в любом уголке России, да, скажем, на озерах, реках, водоемах, хранилищах, ну, все это загажено, рядом это все валяется, гниет и тухнет. Мы делаем более качественные сети, применяем японские сети материалы, да, и более дорогие у нас сети. Применяем разнообразие шнуров, верхних и нижних, и тем самым как бы делаем сеть более уловистую. Первую свою сеть я там связал свои 12 лет, да, тогда еще не было как бы такой продукции, да, скажем, шнуровой. Это провязывались полотна вручную. Было даже тяжело достать капроновую нить или лавсановую нить. Провязывалось полотно вручную, потом это насаживалось. Готовились, делались кольца, отгружалась сеть кольцами, да, привязывалась там липко, если кто помнит, даже изолентой там серой, да, она более прочнее держала эти кольца. И то есть вылавливали рыбу. Потом уже пришло время технологий, изготовили, как на сегодняшний день, это сети, как готовят японцы, хамелеон, что капроновые, что лесковые сети. Лесковые сети, то есть там леска имеет несколько слоев, слои там, скажем, жесткости, слои непосредственно от пореза, ракушка, камушек, песок, да. Слой такой идет уже верхний, скажем, там слой хамелеон, который считается и невидим в воде, да. Также и капроновые сети полотна, они пропитываются составом, который приобретает уже цвет того водоема, в котором как бы эта сеть находится для вылова рыбы. Да. Мы готовим сети непосредственно, разнообразие их очень большое, применение тоже. В зависимости от отгруженности сетей они бывают метровые, бывают высотой 25 метров, да, и применяются разнообразные материалы, разнообразные поплавки, разнообразные шнуры для отгрузки этой сети. Сети выставляются не только в озерах, но и в реках с разнообразным течением.
Также есть непосредственно разнообразие сетей, там мы их затрагивать не будем, всякие заградительные сети, прыжковые сети, где непосредственно уже рыба попадает, обходит препятствия, да, старается более сильно рыба выйти на свечу, перепрыгнуть эти сети, да, и уже практически ловятся в воздухе, а не в воде. В карманы попадает и ее там как бы собирают. Да, но, скажем, более специализированные сети, мы рассматривать их не будем, но если кому надо, то, пожалуйста, обращайтесь. Также здесь в каждом, если я даже где-то там повторюсь в каких-то моментах, да, но я как бы не, там, не корреспондент и там, не актер, да. Если какие-то моменты повторяю, значит они в принципе необходимо их запомнить, да, потому что они пригодятся. И где-то вам покажу, расскажу, там, объясню, как и что где применяется. Просмотрев некоторые ролики в интернете, да, я практически не нашел даже первоначальный такой этап, скажем, урок, да, каким образом, да, скажем, вот у вас есть там челнок или игличка, вот, называется челнок или игличка, да, и сюда набирается нить. Нить используется в принципе в рыболовстве только капроновая или лавсановая. Другая нить просто не используется, сетки просто сгниют. Даже такой момент, как сюда набирается, грубо говоря, есть там какая-то катушка, да, какой-то нитки, да, и нить оттуда должна выбираться, да, вот идти вот так вот, да, она где-то должна быть расположена жестко, да, и вот так вращаться, без разницы, там палочка будет, спица сюда будет вставлена, да, в отверстие, скажем, и нить должна выбираться вот так, катушка должна двигаться, стоять жестко, да, и нить набираться на челнок или игличку. Если вы будете набирать, скажем, с катушки, без разницы какая она, большая, маленькая, к примеру, да, у них все равно есть небольшие, там, скажем, 100-граммовые катушки, да, все равно у них в любой катушке на производстве наматывают нитку, да, есть отверстие, есть шпуля, на которую набирается. Сюда вставили, там, без разницы, что карандаш длинный. И если вы будете использовать это как клубок, как женщины вяжут там свитера, и клубочек катается как бы по всей комнате или квартире, да, то в сетях это так не получится, потому что нитка начнет крутиться. Она начнет крутиться, это будет тяжело, первый момент, это будет провязывать ее, да, то есть садить сеть невозможно будет. Это первый момент, но если у кого там посильнее руки, скажем, затянуть-то это все можно, но потом будут непосредственно уже когда при постановке сети, это будут бороды такие, да, они будут цеплять ячею, набирать ячею, может там вверх с низом у вас там выходить вместе, рвать это будет сети. Вот чтобы этого даже избежать, изначально даже при работе первичной, то есть челнок, игличка набирается именно вот так. По-другому никак это не набирается. Иначе это будет плохая работа и все на смарку. Вы это просто выбросите в ведро или где-то там устанавливаете. Всему этому как бы вас научим, покажем, объясним. Разнообразие по шнурам, допустим, верхние шнуры, да, могут садиться сети как на простой капроновый шнур, да. Верхний шнур у сетей должен иметь диаметр, если это ставится шнур капроновый на поплавок, это должен быть минимум принципиально где-то 5 миллиметров, не меньше. Можно использовать 4, но все равно 5 миллиметров. Это считается средняя та величина, можно ее брать и больше, там для разных сетей они берутся и больше. Это та величина, чтобы как бы удобно было проверять эти сети. Этот шнур хорошо лежит в руке, без разницы у кого большая рука, маленькая рука. Именно 5 миллиметров удобно для работы.
Поплавки бывают разнообразные, то есть они бывают, тоже идут по плавучести своей, разная разгромовка, то есть изготавливать это или простую сеть, или более сложнее, или держать полотна там на мереже, к примеру, высокие полотна, там, к примеру, 5-10 метров высотой, то поплавки более ставятся более по плавучести, чтобы вытягивать это все, чтобы не ложилась сеть или крыло. Грузовые шнуры также подбираются непосредственно, где вы ставите сеть, также что у вас поверху стоит. Минимальные шнуры, которые используются, начинаем мы использовать, это где-то от 22 грамм грузовой шнур. 22 грамма на метр. Это утяжеление идет правильности маркировки шнуров. И они пошли градации там, практически они пошли вверх. Там, 22, 24, там бывает 30, 40, 50 и так далее. Есть также использование, что по финской технологии. На сегодняшний день, раньше поставляли это название, финская сеть. На сегодняшний день это просто название. Это сеть, которая выполнена на шнурах, который верхний плавучий шнур и нижний грузовой шнур, и там полотно промеж них. Из-за того это называется финская сеть. На сегодняшний день в России финских сетей нет. Есть частично, скажем, завоз, но они просто очень дорогие, да. В России основано производство, где просто уже и изготавливают эти шнуры по финской технологии, скажем так. Не суть там финская, эстонская, там, прибалтийская. Изготавливают все шнуры, все комплектующие, в принципе, изготавливают в России. Да? А это просто название, что именно шнуровое. Если сеть имеет там, скажем, верхница шнур с поплавками, а низ идет шнур капроновый с кольцами, да, но она просто называется в народе сеть. Рыболовная сеть. Здесь нету ничего. Эстонцы тоже тоже свою придумали, там по мережам, скажем, тоже внесли там лепту, да. Тоже есть моменты, которые уже здесь, там по области близлежащих к Эстонии называют там по лову рыбы в ловушке мережу, да, эстонской технологии. Немножко там есть разница конфигурации. Также, допустим, если одностенная, тоже без разницы, одностенная или жаберная сеть, да, она может изготавливаться, также верхний, там, допустим, финский шнур. Это финский шнур, это шнур, который встроены поплавки уже в шнуре и оплетены. То есть, да, он удобный, хороший шнур, но не везде он необходим и не везде на всех сетях он применяется. Любые сети, что одностенная, что режовая, что трехстенная, что рамовая сеть, да, сети сплавные, они имеют, во-первых, это свое разное предназначение, во-вторых, они имеют разный вид, разные свойства и разные шнуры применяются и разные материалы к разным сетям. Здесь по низу, кто-то привык, скажем, нижницу садить на кольца. Есть там на производстве старые там сети, они срезают кольца, да, потом на уже более новые сети эти кольца приматывают. Это просто удешевляет, скажем, немножко цену. Есть разнообразие сетей, даже, допустим, непосредственно одностенные сети. Они применяются для лова рыбы, да, в разных акваториях, водоемах, и разные их есть конфигурация. Допустим, влияющие на разные факторы. Допустим, как у нас рыба-корешка,
в Ленинградской области, да, там одностенная рыболовная сеть готовится совершенно по-другому. По одностенным сетям мы рассмотрим два варианта: изготовления простой, вот, допустим, сети, и сети как бы немножко специализированной, которой пользуются люди в разных районах. Потом я позже вам расскажу, да. У кого-то есть там, у нас непосредственно пользуются в Финском заливе специализированные сети, немножко по-другому они выглядят, потому что есть такой, скажем, водяной жук, и когда попадает рыба в сети, он поднимается по этой сетке, объедает рыбу, и она становится нетоварной. Вот для этих целей готовится совершенно другой вид сетей. Для отлова корюшки, салаки, вот, ну, небольшой рыбки. Да? Ну, фактор тот, что можно сделать и для более крупной рыбы, да, где есть там, влияет такой момент, скажем, много захламленности на дне, там, корягами, ветками, много как бы непосредственно там, к примеру, прибой там соломы, скажем, такие моменты. Вот готовится немножко вид сетей-то другой. Да? Скажем, сеть, допустим, можно изготовить чисто находясь где-нибудь в тайге, да. Ну, проще, конечно, сделать сеть, там, имея с собой полотно сетное, больше ничего, да, и уже изготовить из природных материалов непосредственно верх и низ сети, ну и поймать рыбу в каком-то водоеме, ручье, реке, то есть это как бы можно сделать. Можно сделать вообще сеть рыболовную чисто с природных материалов, но это потребуется время определенное, не так это быстро все делается, провязывается. Конечно, кому-то, если интересно это, да, ну я продемонстрирую там ролик, как можно выжить там в тайге, да, поймать эту рыбу, да, и питаться этой рыбой спокойно, да, то есть, ну, только имея, скажем, полотно рыболовное. Провязывать там, конечно, в природе я могу провязать полотно и поймать эту рыбу, но я все-таки не Робинзон Крузо, да, там, как бы у меня нету столько времени уделить этому, там, сидеть в лесу вам это все показывать. И тем более в настоящее время не каждая пятница согласится рядом быть. Тот момент, который непосредственно по сетям, скажем, как я и говорил, уже лежовая и трехстенная сеть, они имеют разные особенности, разный вид посадки, разный набор полотна, ячей и всего. Это разные сети, которые применяются для разных целей. Есть сети трехстенные, скажем, загонные сети, есть сети трехстенные сплавные сети, также есть режовые сети, которые постановочные сети, они ставятся, просто потом проверяются. Тут также есть свои технологии и параметры. Также рамовые сети, они бывают посажены по одному, посажены по другим моментам, да, и также имеют разнообразие в длине, в высоте, в ширине и наборе карманов. Все это зависит от места обитания рыбы. Также, если на сегодняшний день превосходят все равно профессиональные сети, это рамовые сети, но без жаберных одностенных сетей все равно не обойтись. Почему? Ну, допустим, каждый россиянин, ну не только в России, знает такую рыбу, там, к примеру, сельдь, селедка, да? И вот эту рыбу, там, допустим, ну я уже беру там более бригадная, да, артель, она все равно уже рыбачит там тралами, пароходами, да, там немножко своя технология. А если брать непосредственно бригады небольшие, которые обрабатывают, и нету там, грубо говоря, финансов или денег купить себе пароход, теплоход, да, то вот в жаберной сети поймаешь намного больше этой сельди, чем, допустим, в рамовую сеть. Ну, такая порода рыбы, да, она ловится на жабры. Потому что она гладкая, там, плоская, и больше ее возможности поймать. Это в одностенную сеть, поймайте ее больше количество, чем в другую разновидность сетей. Также в разных уголках России по-разному называют мережа. Кто
кто-то называет мережом, то есть вентиль, кто-то закол, кто-то ставник, кто-то еще как-то по-другому ловушки. Ну, суть одна. Суть одна в том, что непосредственно рыбу ловим в ловушку, она там находится, она живая, да, и ее как бы товарный вид не портится, ее снимают, она сохраняет свои свойства и свой вид и живучесть, скажем так. Это более массовый уже отлов промышленный, производственный, да, они уже используют заколы. Это конфигурация мереж, которая позволяет охватывать большую акваторию водного пространства и вылавливать больше рыбы, да, предоставляя нам на рынок, в магазины, на стол. Не только же рыба выращивается, скажем так, в водоемах, там выращивается буквально процентов 10 всей этой рыбы, да, а процентов 90 рыбных ресурсов вылавливается. Я не состою в Гринписе, скажем так, да, но это вылов рыбы все равно не приносит большой как бы вред, скажем так, потому что все зависит в водоеме от количества пищи. Если рыба отнерестится, да, и мало пищи, да, мальки погибнут, да, выживут сильнейшие, остальные погибнут. И если отлавливается количество какой-то рыбы, породы рыбы не суть, в водоеме, да, и возобновляется, к примеру, популяризация их меньше, то больше выживет малька, потому что пищи в воде становится больше, да, и больше малька вырастет, и все равно это возобновится. Это так же, как лесные угодья, да, лес там заготавливают, все равно необходимы доски, да, для строительства непосредственно, там бревна для строительства бань, еще чему-то, домов. Но если правильно ухаживать за лесными угодьями, да, посадили их, уход делать правильный, это все растет, как бы, и возобновляется. Также и природа возобновляет нам рыбные ресурсы. Но я не говорю о том, что если непосредственно, скажем, загрязняют водоем уже производство, да, выбросами всеми, то там уже, конечно, рыбы не будет. Она умирает, он показывает везде в новостях, там, в ведомостях, там, помирает, берега там как бы в дохлой рыбе, тухлой, да, ну тут уже понятно, уже жабры забиваются у рыбы химикатами, она гибнет. А если как бы ресурс нормальный, природа возобновляет все, и кто-то мне говорит, что вот раньше мы там 20 лет назад рыбачили, вылавливали столько-то рыбы, сейчас как бы этой рыбы нет. Ну, конечно, нет, рыба-то есть, вернее, а нет у вас навыков или опыта, или вы не хотите перестроиться. Вы 20 лет назад использовали одну сеть, да, пришли через 20 лет, хотите в нее поймать. Ну, у нас технологии растут, быстро, хорошо, да, там, скажем, уже создаются сети, там, скрученная леска, да, они более жесткие, хорошие, чем, допустим, взять там более толстые лески, там, 0,6, 0,8, это грубые сети, скрученная леска, она нежнее, да, она мягче, она больше держит нагрузку, да, лучше ловит рыбу. Ну да, конечно, цена, соответственно, у них выше. А рыба, конечно, соответственно, то же самое. Она уже приспособилась к тем моментам, что вы ставите эту сеть, да, потом ее оплывает, там, как бы, чувствует, видит, они там разговаривают между собой. А рыба все равно, она видит в воде, да, какие-то моменты она все равно видит. Ну и чувствует, там, я не знаю, как там уж устроен ихний мир. Но той сетью, которая там лежала как бы годами у дедушки, да, вот через 20 лет вы ловили, пришли, хотим поймать столько же, понятно, вы ей не поймаете такой объем рыбы, как раньше. Рыба также научилась, то есть чувствовать это все, да, обходить эти ловушки. Мы же тоже прогрессируем, создаем более новые, более изысканные моменты. Более там, взять по рыбалке, там, спортивная рыбалка, да. Если раньше был крючок и леска, то сейчас там эти мормышки, воблеры, там, что только нету, да, там, спиннинги, там, 250 видов их, да, там, на 5 грамм, на 0 грамм, там, мушку покидать, еще что-то, то есть, ну, то же самое и в рыболовных сетях. Все совершенствуется, все познается.
Здесь непосредственно, скажем, также и разнообразие всего, да. Если в одностены, там, скажем, какие-то моменты, то и в других сетях там расскажем, покажем, объясним, научим, как это все делается. Главное, чтобы было желание. Желание остальному всему научим. Как я вам уже и говорил, будут созданы, значит, фильмы по каждой теме, будут состоять из нескольких частей, да, скажем, части там рассказа о каком-то виде непосредственно уже по сетям. Потом будет как бы на практике показано, как это делается, как это правильно делается. И также заключительные части, это как применение уже непосредственно на водоемах. Для каждого, скажем, любителя, да, рыбной ловли, если есть, то есть подразделения, скажем, есть занимаются только непосредственно там по лету, да, осенью, весной, там, летом, и зимой, допустим, исключается момент. Или есть наоборот, кто занимается рыбной ловлей круглый год. Так вот, кто занимается рыбной ловлей круглый год, то здесь момент такой есть, что используются в летний период времени одни рыболовные сети, а в зимний период времени используются совершенно другие рыболовные сети. Нет, на вид они как бы одинаковые, совершенно одинаковые, по виду не отличить, но применяется разная их посадка. То есть, что такое посадка сети? Посадка сети, если кто видел, там держал сеть в своих руках, это расстояние между узелками, где на шнуре идет как бы непосредственно крепление к шнуру. И вот это расстояние между узелками для каждой сети, там, летняя там, или зимняя, оно разное. Ну и вообще для каждой сети, скажем, будь это любая сеть, там, жаберная, режовая, трехстенная, рамовая, там, сплавная, все эти расстояния абсолютно разные. Да, почему? Потому что в летний период времени рыба более активная, насколько вы знаете, да, она там и клюет на удочку хорошо, да, там, скажем, более, когда вода уже становится прохладной, она уже менее так интенсивно клюет на удочку. Ну а в зимний период времени-то вообще рыба как бы менее подвижная, скажем, плавать она плавает, но не так интенсивно в поисках пищи. Зимой ей там пищи необходимо во много раз меньше. Некоторые породы рыбы, там, скажем, да, они входят вообще в спячку, да, там в выл зарываются и как бы их не увидишь до весны. А вот для этого как бы применяется уже здесь разнообразие, да, что летнее, что зимнее, скажем так, да, по рыбалке. Также есть моменты непосредственно в самом как бы, да, подразделении, в той же там рамовой сети, также есть там, скажем, более, когда интенсивная рыба делается по одному там критерию, по одним видам, а уже более на зиму делаются совершенно там другие сети. Различия между, скажем, лесочными и капроновыми рыболовными сетями. Скажем, леска, она все равно, скажем, лучше ловит, допустим, в летний период времени, да. Зимой, понятно, она получше ловит. Ловит она получше просто на мелководьях, да. Более где глубинные уже там моменты, где на глубине выставляются сети, там уже не имеет значения, там лесковая, она капроновая, да. По зиме, скажем, именно в зимний период времени, там на морозе, да, лучше капроновая, да, сеть. Почему? Потому что когда на мае не проверяются сети, да, леска все равно там, скажем, морозом она цепляется и как бы хорошо рвется, да, подрывается более интенсивно, чем, допустим, капрон. Капрон в этом случае, то есть, более крепче. И на зимней рыбалке, как правило, то есть он меньше изнашивается, скажем так, меньше потом надо там штопать сети, да, там ухаживать за ними. Если кто непосредственно там для себя, скажем, изготовил там пару-тройку сетей, да, их используют, да, они долговечные. Если даже где-то кто посмотрит и захочет научиться, там, да, как
штопаются сети, да, то здесь как бы спокойно сели, там, заштопали себе там какие-то пару дырочек на этих сетях, и они стали как новые. Штопать сети как бы не актуально, там, допустим, лесковую штопать именно леской. Нет, можно спокойно заштопать ее там капроновой ниткой, да, более тонкой ниткой. То есть подготовили, две дырочки там заштопали, сеть как бы у вас лежит там, высушили, сложили в мешочек, да, и она как бы новая, готова к использованию. То есть не надо как бы доводить до тех, чтобы она там износилась, изорвалась. Зачем? Пользуются долгие годы, не на один сезон, скажем так. Здесь как бы использование, были какие-то вопросы там по использованию, скажем, садовой ниткой, то есть это нить, я еще раз объяснял, которая крепится к шнуру, непосредственно подвязывается сетное полотно. Мы используем минимальную нитку, это 1,2 мм. На производственных сетях, как правило, это где-то 0,8, нить 0,8. Можно использовать, конечно, нитку 0,8, но есть такие моменты, да, там, допустим, ваша сеть, то есть 1,2, оно выдержит нагрузку, скажем так. И практически на каждых сейчас сетеполотнах крайние ряды, они провязаны более толстой ниткой. Будь это лесковое полотно или капроновое полотно, все равно крайние ряды, они более толстым материалом выполнены. И если садить на 0,8, к примеру, да, где-то там какая-то камушек, коряга вы подцепили, да, можно как бы просто, создавая усилия, чтобы ее оттуда вытащить, выдрать, вы можете порвать эту садовую нить, да, она просто порвется, и полотно как бы отделится от шнура. Для того, чтобы более там какие-то моменты вот эти избежать, да, ставится нитка 1,2 мм, и тогда уже спокойно вы можете выдрать там, и эту сеть из этой коряги или зацепившись за камень, да, больше шансов, что она останется целая. То есть садовая нить останется на месте. Ну, если уже конкретно там зацепили, понятно, что уже деваться некуда. Если даже вы зацепили где-то сеть, удобнее ее вытаскивать из воды, вы берете два шнура. Берете два шнура, это верхний и нижний шнур, вы берете в руки и начинаете ее вытаскивать. Это удобнее вытаскивать сеть. Вытащили там, если не вытаскивается с одной стороны, то подъезжаете там, держа в руке там, с одной стороны сеть, подъезжаете в другой стороны, вылавливаете эту сеть, да, берете уже 4 эти веревки, да, и все равно как бы сеть она отцепится. Ну, никуда она не денется, отцепится. То ли с этой стороны вы ее подтянете, или с той стороны, с двух сторон вместе будете тянуть, ее все равно отцепите. Ячейность, скажем, непосредственно уже нитка, которая применяется на самой ячее, здесь как бы идет уже непосредственно какая средняя рыба у вас водится в водоеме. Также применяется непосредственно на сетеполотнах разная ячея. Ячея зависит от того, какая средняя порода рыбы находится в вашем водоеме. Если, допустим, вы, то есть нету смысла, скажем, мельчить, да, вашу сеть, потому что, ну, более крупные экземпляры. Есть, конечно, водоем, где очень мелкая там рыбка водится, то понятно. Разница между просто по ячейности, я объясняю немножко такой момент, да, допустим, если вы рыбу всегда там ловили в одностенную сеть, 50-ка там, или 40-ка, да, ну, к примеру, 40 миллиметров, да, ячея у вас, то, допустим, в среднем вы ее всегда ставили, рыбачили в одностенную сеть, то, допустим, в режовую сеть вы можете уже поставить более, не надо вам эту 40, да, вы туда можете, вы начинаете ловить уже немножко другим видом лов, другой, да, по режовой сети, туда можно поставить там уже 45. Будет такой же эффект непосредственно, что вы ловили в 40. Допустим, в рамовую ячею уже там ставите не 40, не 45, можно поставить даже
50 уже, да, она точно будет так же ловить, как ваши 40. Рамовая сеть, она немножко, способ ловли у нее совершенно другой, да. Ну, та рыба, которая там набор ячей идет, да, сжатие сетного полотна. Если сеть готовится, к примеру, да, 2-метровая по высоте, 2 метра по высоте, то полотно туда берется минимально, это 4 метра полотна. То есть оно сжимается так до 2 метров, это полотно из 4, да, и сжимается еще со 150, к примеру, метров, 1 к 3, она получается в готовом виде 50 метров, то у вас ячейность получается ромб меньше, и из-за того ячея туда можно поставить 50. То есть она, способ ловли в рамовую сеть, это ловит и на жабры, да, какую-то рыбу, среднюю вашу, и также крупную рыбу она ловит уже на карманы. Тут карманы непосредственно играют такую роль, что опутывают всю рыбу, площадь рыбы, не только там голову, скажем так, жабры их, а полностью там с хвостом, она цепляется и хвостом, и там жабром, плавником, садится в мешок и уже в мешке находится. Рамовая сеть на сегодняшний день более лучший продукт, да, и более лучший. И с нее выбирать в первый момент это рыбу, чем относительно ряжевой сети, к примеру. В ряжевую сеть вам попадется там 2 рыбы, там 3 рыбы, и они как бы перепутают эту всю сеть. Вам приходится ее снимать, да, вести на берег, перебирать ее там, выпутывать рыбу, заново перебирать сеть, вести ее обратно как бы к месту постановки и заново выставлять. В рамовой сети такого не бывает. Вы прямо на воде выбираете рыбу с этих карманов, сеть остается в воде, вы ее не трогаете, она легко распутывается, она проще выставляется, также выставляется как одностенная сеть и проще в эксплуатации, да. Относительно, допустим, вы поймаете какое-то количество рыбы, к примеру, в одностенную сеть, да, режовая сеть у вас поймает порядка там на 10-15% больше относительно одностенной, и рамовая сеть у вас поймает процентов на 25 рыбы больше, чем относительно одностенной сети. Ну, сплавные сети, они немножко по-другому. Сплавные сети, они бывают тоже как одностенные, они также бывают двухстенные, они бывают режовые сплавные сети, также они бывают рамовые сплавные сети, да. Есть еще такая подразновидность сетей, скажем, которую как бы мы изготавливаем, я ее называю, там, скажем, бондаренковая сеть, да. Что она из себя представляет? Эта сеть представляет из себя на вид то же самое, что, скажем, грубо говоря, рамовая сеть, да, какой-то величина у нее высоты, да, и по краям у нее стоят режовые полотна, то есть она как трехстенка. В чем ее особенность? Особенность относительно, допустим, сети непосредственно ряжевой. Да? Режовая сеть состоит также из 3 полотен, но полотно центральное, оно там набирается. И все полотно расположено, грубо говоря, внизу. И если проплывает более как бы осторожная рыба, ряж же принцип действия какой режовой сети? Рыба проплывает, да, упирается как бы в полотно, скажем, непосредственно, и ей необходимо это полотно протащить, да. Хорошо, если и попадает в мешок, скажем там, да. Хорошо, если она попадает, там, скажем, идет посередине вашей сети, да, то ей проще протащить вот эту как раз сеть, которая лежит на дне, да. Она всегда лежит там, пучок сети на дне. А если вверх попала и более осторожная рыба, она может не попасть, она развернется как бы и уплывет в другую сторону. Так вот в той сети, в Бондаренково, да, там провязаны рамы, да, карманы. То есть ей уже проще, она под верхом подошла, то есть распределение всего полотна происходит по всей сети. Там провязана рама идет, да, и на квадрат рама и ряжа. Ряжа для каких целей? Когда попадает более крупная рыба,
непосредственно в эту сеть, она попадает в мешок, в карман, да, и ей уже практически, то есть применить усилия, чтобы, грубо говоря, если в простой сети, да, она, ну, скажем, хочет вырваться оттуда, да, начинает рвать эту сеть, там, одна стена, да, если кто сталкивался, ставил сети, приезжает, к примеру, у него такие большие дырки, там, да, чтобы крупная рыба проплыла, ее там хвостом все размолотила, дырку создала и уплыла, да, то здесь не получится, потому что она уже вошла в мешок, хвостовой плавник у нее застрял в ряже, да, ей не дают усилия сделать как бы эти движения, чтобы рвать сеть. Сети более как бы менее изнашиваются, да, они более остаются как бы целыми, да, и уловистость рыбы, скажем, в них, но более, когда есть особи, скажем, более крупные. То есть вы ловите среднюю рыбу, да, ну знаете, что там плавает очень хорошая рыба. И чтобы ее поймать, то есть в рамовой, допустим, сети, да, там все равно, скажем, лавируется, да, там, скажем, непосредственно. То есть если крупная рыба, она может в принципе оттуда и уйти, да, скажем, не войдет вся, скажем, может уйти, развернуться, то здесь возможности у нее уже не будет развернуться, уйти. Ряж ей это не даст сделать разворот. Она такая останется и будет находиться в этом мешке. Эти сети как бы люди заказывают тоже, да, но в моем понимании здесь непосредственно уже по этим сетям берут более физические лица, любители, которые как бы хотят иметь хорошую сеть, да, хотят выловить свой трофейный экземпляр, которому принципиально есть же такие люди, которые типа вот спортивной рыбалки, да, ему поймать там трофей хороший, да, ему даже не надо там количество его, там, грубо говоря, качественную рыбину, а остальное он в принципе даже отпускает, просто вот, выловить трофей. Есть по-разному, то есть разнообразие. То есть здесь мы рассмотрим просто полупрофессиональные, там, любительские, потому что сети же есть, они есть, как ставятся сети, допустим, если даже говорим сейчас о составных сетях, они ставятся как на дно. Есть сети, которые плавают сверху, да, в верхних слоях ловят рыбу. И есть сети, в принципе, которые выставляются в пол воды. То есть здесь лавируются тоже непосредственно. Есть такие виды сетей, которые непосредственно необходимо поймать, допустим, рыбу уже не под низом. Там, допустим, из-за чего как бы практически хорошая там артель или там, бригада рыбозаготовителей, да, они ловят рыбу круглый год. Вроде как любитель пошел там с сетками, да, поставил, рыбы у него нет. А у них есть рыба там как бы круглый год. К примеру, допустим, если в весенний, ранний весенний период времени, то рыба уже начинает со дна подниматься в большей степени, да, она поднимается в более верхние слои, там, в середину, да, какой-то корм там собирать начинает потихоньку, то есть под лед даже, в принципе, под верх уходит, чтобы там подсобрать всякие бабочки, там, жучков, там, которые более пузырьки, там, кислороду подышать, скажем. Весной она более начинает активно вести, и уже под низом как бы практически нет. Артели выставляют сети в пол воды. Они выставляют, поднимают их, да, со дна и ловят в средних слоях воды. Из-за того у них они круглый год, занимаясь этим, да, уже изучив полностью свой район, акваторию, да, они уже применяют вот разнообразие вот этих постановок, что им дают гарантированный вылов рыбы. Я думаю, что простым как бы людям это нет необходимости, да, это вот более я просто рассказываю информацию для того, кто занимается, там, скажем, рыбным промыслом, да, не знал такие моменты. Более такие моменты я вот для вас раскрываю, что есть и, допустим, такие ставные сети, и то, что есть разновидность сетей, отличия там посадки, да, что есть летние сети, что есть там зимние сети, потому что, скажем, проще ее поймать, эту рыбу, да? Она менее активная. Здесь непосредственно, скажем, в городе и в области Санкт-Петербурга
Ну, количество там пород рыбы, ну, разнообразие есть, но в каких-то дальних уголках у нас, к примеру, там своя порода рыбы. Да, и, грубо говоря, здесь непосредственно вылов производится более, есть моменты какие-то своего разновидности по районам. Да? Там, допустим, применение, то, что там в Мурманской области совершенно там другие как бы сети мы готовим, там, в Архангельскую область, да? На север, там, на Ренмар, там, на дальнем, то есть Хмау там совершенно другой вид ловли и просят другие. Есть люди, которые просят там изготовить им, допустим, облегченные сети, которые не любят входить в походы, да, там с собой забрать ее там в рюкзак. Мережи также бывают двух видов. Ставные мережи, есть вид ставных мереж, ну, мережа, вентиль, закол, там, скажем, ловушка какая-то, все по-разному их называют. Есть ставные, которые ставятся на дно, есть также плавучие мережи, которые плавают, скажем так, непосредственно сверху, да, и ловят рыбу непосредственно уже в верхних слоях воды. Они плавают, выставляются и плавают, там, ветром их носит, там, с одной стороны в другой, но это в более просторных водоемах. Да, ну, в данный период времени там, ну, есть визуальные, есть там, ставят на них GPS-маячки, да, они плавают, потом подъезжают, оттуда как бы снимают рыбу, да, ну, дальше они продолжают свое там путешествие, назовем это так. Были вопросы, я создавал как-то в свое время небольшие ролики, да. Некоторые люди задавали вопрос, не могу, вижу там как бы вас, да, не могу никак с вами связаться. Ну, как бы мы находимся, вся информация на сайте сетки, как слышится, дефис spb.ru. Сетки дефис spb.ru. Там есть вся информация о нашем предприятии. Отправку сетей, да, сетей, мереж мы производим разнообразным видами. Да. Это небольшие какие-то сети отправляем почтой, если удаленные районы. Кто-то просит побыстрее, мы отправляем ЕМС почтой. Также работаем с любой транспортной компанией, то есть какие-то там мережи, да, более такие уже увесистые, там объемные, отправляем транспортной компании. Да. То есть кому как удобно здесь как бы их получать. Значит, как говорил я, первый как бы даже урок, да, это начальный этап изготовления рыболовной сети любой. Это непосредственно набор нитки на игличку. Да. Я вам сейчас продемонстрирую, как это проходит. Да. То есть можно, как бы говорил, что закрепить ее жестко куда-то там, да, на какой-то штырь, там, не знаю, карандаш, там, спицу. Или можно, как в принципе я там набираю, просто набираю немножко по-другому, не имея ничего. Есть вопросы еще, какое количество нити набирается на челнок-игличку. Здесь непосредственно можно оставить небольшое там расстояние от края, непосредственно сколько набор произойдет по нитке. От края, допустим, челнока можно оставить там, ну, чтобы она не спадала с него, там, скажем, ну, сантиметр, или на более маленькой игличке это будет 5 миллиметров где-то, да. Просто больше там под самый конец набирать не надо, потому что нитка будет с него слетать, да, и неудобно будет как бы провязывать, работать с ней. Плотность нитки на челноке, ну, где-то она средняя. Не надо перетягивать эту игличку, потому что плотно будет ложиться, она будет, там, скажем, вся кривая более плотно, ну, средняя где-то. И также не надо слабую, да, равномерно, как бы, среднего усилия набор нити на игличку. Здесь, значит, непосредственно иглички, скажем так, они, ну, они где-то продаются в разных местах. Есть как бы производственные, которые
делают как бы производство этих иглички, челноки. Есть также люди, которые непосредственно сами изготавливают их, берут какой-то материал там и их просто изготавливают вручную, да, там делают. Ну, я не вижу большого смысла там это делать вручную, только, знаете, в далекие времена, когда их не было, тогда там все делали их вручную, да. Ну, кто из чего, кто как бы с разных, кто деревянные, кто там пластиковые делал, кто там с алюминия там делал, то есть разнообразие их большое. Скажем, вот непосредственно таким образом происходит, как делаю это я просто. Берется как бы непосредственно нить, да, берется кончик этой нити, да. Я промеж ног как бы ставлю эту шпулю, катушку с нитками, да. Берется челнок, игличка, да. То есть первый момент, то есть то, что я и говорил, что нить должна сходить с катушки равномерно, и катушка должна быть на одном месте, то есть она не должна прыгать у вас. Непосредственно на игличку, то есть прикладываем просто нить, да, там, вокруг я специально взял большую иглу, чтобы было видно, просто там раз, два, там, ну, 3 можно зафиксировать. Потом как бы ведем эту нить вниз, переворачиваем игличку, да, перевернули и сюда вот так вот зацепили. Сюда же, хоп, опять вниз, да, и опять также ее перевернули и тут зацепили. Ну вот более побыстрее, скажем, вот так вот, да. Это вот первый самый урок, и я считаю, что это важный урок, да, потому что в этом и заключается. Вот как бы такой происходит набор. Да. Раз. Ну вот нитка как бы уже непосредственно на челноке набирается. И то есть в зависимости от того, какая игличка, какой челнок, да, здесь сразу это вот нить 1,2 здесь уже сразу одеваю. И набираем этот челнок. В зависимости здесь тоже есть момент, если там ячейность, скажем, крупная, да, может и нет необходимости в наборе челнока полного, да, потому что нитка увеличится здесь, да, объем его увеличится. Может где-то он будет плохо проходить в какой-то ячее, то можно его набрать до половины. Это как бы большого значения не имеет. Можно набрать до половины. Если входит куда-то что-то, то спокойно он пройдет полный, то набираем там на большой, тут оставим сантиметр или 5 миллиметров. Да, полный набирать его нет необходимости. Также и ряд охотников заказывают сети для отлова птицы. Также заказывают там какие-то сети непосредственно оградительные для кто выращивает птицу. То есть разнообразие их в принципе велико. То есть если соберется аудитория, которой это интересный момент, да, которая хочет узнать, понять, изучить, да, то в дальнейшем я продолжу свои ролики, да, со всеми моментами. Все, спасибо за внимание, до новых встреч.